Представители знака зодиака Рыбы, мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте! Таро на неделю с 30 сентября по 6 октября. Давайте узнаем, что подскажут карты. Неделя не такой большой срок, но для планирования дел малых и больших посмотреть подсказки тоже будет не лишним. Всегда говорю, будем реалистами, потому что карты не расскажут о тонкостях вашей жизни или тех моментах, что у вас сейчас происходит. Все же мы все разные. Поэтому давайте будем добрее к самим себе в первую очередь. И допустим, что жизнь не бывает полностью предсказуема. Что же карты, как видят эту неделю для вашего знака зодиака? Что будет для вас важно? Что важно знать? Или, может быть, сфера жизни, с которым вам придется более активно взаимодействовать, что-то согласовывать или решать. Неожиданности или чего не избежать. Чему сейчас не время или что вам может помешать. Что вас будет радовать, что вам будет помогать. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. У кого-то учеба, у кого-то документы. Энергия денег, финансы. Личная жизнь. Достанем карту совет. Что же будет важно? Но куда-то не торопитесь. Хотя, может быть, и ситуация выбора вам нужно с чем-то определиться. Такое тоже я могу допустить. Но важно знать все же, больше двойка жезлов – это о прошлом. И вполне вероятно, на этой неделе какие-то события прошлого вам нужно завершить. Или это может быть настоящего момента, но еще пока не расставлено по местам что-то. С чем-то вы не определились. По этой карте тоже может быть как ситуация выбора. Я должен выбрать, в каком направлении я иду. Или согласиться на предложение, или отказаться. Давайте посмотрим неожиданности. Ну, тут вы можете раздумывать о конкретном человеке, будут мне помогать, к примеру, или нет. Вот такое я могу допустить. Буду ли я вместе с этим человеком или нет. Или, может быть, какая-то новость приходит. Королева Пентаклей – это вообще не неожиданность, но, может быть, какая-то, как я сказала, известие, новость от такого человека надежного. Может быть, в его жизни что-то меняется, или у вас какой-то общий, это может быть как партнер, как и по личной жизни, или партнер, может быть, и по работе, или кто-то, с кем у вас наиболее такой плодотворно прочный контакт, да. По королеве Пентаклей это может быть как неожиданность для ваших планов, что у меня сейчас есть какой-то новый фарватер моих интересов. Все же королева Пентаклей у нас богата именно на свои решения. Сначала идея формируется в ее ментальности, а потом она это реализует на практике. Почему и считается, что королева Пентаклей умеет сделать сказку былью. Может быть, это вы в таких энергиях будете. И есть то, что вам интересно. Но вы раздумываете, как это осуществить в практическом плане. У кого-то проиграется и так. Давайте посмотрим, чему сейчас не время. Но это не неожиданность. Разве что только больше о каком-то человеке. Тут как раз про стабильность. Ну и карта, как мы начали, с двойки жезлов, больше говорят, что ну, ситуация словно замерла. Вот такой момент. Чему сейчас не время? Десятка чаш. Вообще это прекрасная карта. И с одной стороны, нет ничего такого глобального, чему сейчас не время. Но не ставить на кон самого себя, свои финансы, свое продвижение, свою семью. Может быть и так, да. Не начать что-то, вот как этот выбор, инициировать или в чем-то определяться сейчас, пока не время. Сохраняйте как раз все то, чего вы добились, мои дорогие. И стройте планы на будущее. Спокойной недели, я бы сказала. В приятных энергиях, мои дорогие рыбы и рыбки. Что вам будет помогать? Да, вот сохраняйте то, что у вас есть. И конкретно карта сдачи экзамена. И у кого-то проигрывается, что может быть экзамен, зачет,
вы должны сдать, если вы учитесь, к примеру, или проходите курс какой-то обучения. Иногда карта говорит еще о жизненном экзамене. Мы словно переступаем пороговое значение между прошлым и будущим. И пройти нужно красиво, спокойно, себя не подгоняя, не тормоша, не добавляя себе ни проблем, ни каких-то минусовых эмоций. Как раз эмоции могут быть очень приятные, не добавляя никаких сомнений, вот тоже. И будь готов учиться дальше. Вот об этом нам говорит карта. Потому что все то, что вы сейчас изучаете или узнаете, в последующем для вас будет означать финансовый эквивалент. То есть знание не просто ради любопытства, а когда вы можете это переложить на практику. И эти знания могут быть просто у каждого по-своему, своеобразные. Или, позвольте, если мы говорим о жизненном экзамене, позвольте какой-то части вашей жизни, с учетом, наверное, мои дорогие рыбы и рыбки, Плутона в Козероге, завершить, может быть, у вас такой период, когда вы оформляете или дооформляете, пересматриваете, что-то корректируете, вносите нюансы по документам, и тоже нет смысла куда-то торопиться. Спокойная неделя, в очередной раз повторяюсь. Дела, работы, бизнес, страшный суд. Действительно, мы что-то должны завершить. И уже не оглядываться назад. Плутон в Козероге пробудет не так долго. Он пробудет по 19 ноября, и потом он перейдет в знак зодиака Водолей. И Плутон в Водолее – это другая стихия, другие энергии, это больше индивидуальности, это больше личных инсайтов, это некоторая турбулентность. Поэтому позвольте, какому-то спокойному периоду, по крайней мере в разрезе недели, нам карты говорят об этом, не ставить перед собой многозадачность. Выработайте какой-то просто режим для себя определенный и дайте завершиться или, может быть, даже уйти из вашей жизни тому, что не может быть продолжено. По аркану Страшный суд это как раз об этом нам и говорят, своего рода переход или как порог между прошлым и будущим. Так вот, есть в вашей жизни, судьбе те моменты, которые не могут быть продолжены. Нет прогресса. Но мы смотрим вперед, и перед нами открываются совершенно новые перспективы. Вот все, что касается учебы, труда или обучения чему-то новому, приобретения новых навыков, вообще какая-то ваша новая жизненная стезя. Вы переходите в состояние своей собственной миссии. У каждого есть миссия. А для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, дважды добрая карта избавления от боли, от страданий. Финансы. И вот по финансам король чаш единственная карта в колоде, единственный персонаж нам показан, который умеет как раз уравновесить эмоции и деньги. Или чувства и финансовые вопросы. То есть он не смешивает вот эти две энергетики. То, что касается денег, работы, там больше хладнокровия. Там та область, где больше нужны чувства, то он не примешивает какую-то конкретику, или он там может именно быть лояльным, учтивым, эмпатия, любовь, безусловно, не без этого, но он уже вот эту жесткость, холодность, он туда не добавляет. Вот вам разграничивать эти два направления предлагают на этой неделе карты. И финансовый вопрос, у нас на финансы это выпало, где-то можно сказать, что ваш план какой-то осуществится. Может быть, совсем не тем методом, как вы поначалу это могли предполагать, или вы внесете какие-то коррективы, или тоже мы никуда не торопимся, если принимаете решение по части финансов. Может быть, и есть конкретное взаимодействие или вопросы у кого-то семьи, потому что по королеве Пентаклей иногда проходят наши близкие, супруги. И что-то вы будете обдумывать, строить планы, или это какие-то мелкие вопросы, как бытовые, в разрезе этой недели. Нет ничего глобального. Глобального тут только нас карты приглашают
допустить, что есть какие-то темы, которые нужно сейчас именно закрыть. Или пусть это будут документы, или буквально у кого-то как поиск информации, или обучение, или экзамены. Потому что вы стоите в моменте перехода. Давайте посмотрим. Деньги есть, деньги будут. Да, вот по заработкам тут тоже могут быть вопросы. У кого-то по пажу пентаклей будут дети. Может быть, дети как раз учатся, а вы в этом активно принимаете участие. Может быть, это ваша где-то будет помощь. Именно финансовая. Такое тоже могу допустить. Или новые способы заработка, мои дорогие. Или откуда к вам приходят деньги. Вот интересно, посмотрите. Казалось бы, король чаш. Ну, пусть бы ваша карта. И все-таки эта карта любящего человека выпала бы на личную жизнь. А паж пентаклей как раз на деньги. Но нет. Вот разграничивать все то, что я сказала. И, может быть, для кого-то сфера обучения будет очень важна. Вы обучаетесь дома, может быть, онлайн. Или рассматриваете какие-то новые варианты. Может быть, у кого-то вопросы связаны с поездками, с перемещениями. Но и нужно что-то тоже просчитать. Или у кого-то изучить язык. И вы будете тоже. Вот есть какой-то процесс совершенно новый для вас, которому вам придется уделить внимание. Для кого-то из вас это может проиграться знакомство с человеком. И человек может быть моложе вас, или он какой-то другой немножко, мои дорогие. Вот такое тоже не совсем в ваших энергиях. Но я могу сказать, что он вам понравится. Вас он может словно к себе притягивать, захочется с ним пообщаться, ну, как будто изучить. Кто знает, может быть, изучить как раз нового знакомого вам тоже может захотеться. Благополучная, спокойная неделя в целом, мои дорогие рыбы и рыбки. Но у вас в любом случае сильная позиция, поэтому первое, как совет, позицию сохраняйте. Скорее всего, как раз по тому, что Плутон зашел в знак Козерога, согласование каких-то документов у вас может происходить на этой неделе. Что-то может задерживаться или идет своим чередом, а бумаги это регламент. Тут мы ничего не ускорим, поэтому мудро относитесь, если быстро не получили тот или иной документ, а нужно подождать пару дней. С другой стороны, мы укрепляем собственные позиции по этой карте. Это тоже будет важно. Ну и где-то держим марку. У вас вот эта сильная позиция, а любая, знаете, как сильная позиция, это ведь оно не приходит само по себе. Это в чем-то наша победа. И наступает момент, когда мы эту победу или свои позиции должны удерживать. И вот где-то об этом тоже нам говорит карта Император. Будьте готовы корректировать мелкие планы, но оставляйте свои цели и намерения жизнеспособными. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.